Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами идем на интересный блошиный рынок посмотреть, что здесь можно приобрести в Испании из недорогого, если ограниченные средства, либо найти что-то раритетное. Будем искать очень ценное, старинное, раритетное. Посмотрим, найдем мы или нет. Угу. Пластинки, наверное. Вот это пластинки, да. Видите, можно пластинки. Тарелочки. Красота. Все можно здесь что-то приобрести. Такой большой рынок. Инфракрасный обогреватель. Мы в Питере такие продавали. О, сколько. Вот видите, все можно найти. Такой достаточно большой рынок. В общем, ничего не пропадает. Все сюда приходит на рынке. Вон. Ага. Из 90-х. И это? Да, со вспышкой. Он старый какой-то, да? Смотри. Что видно? А вот кнопка, фотка. Так что, дорогие друзья, если у кого нет обалдеть, лишних средств, здесь в Испании не пропадешь, можно пойти и купить все на блошинке. А вот этот. Это не все с помоек, некоторые они, видимо, выкупают по дешевке, собирают где-то. Украшеницы разные, всякие. Видите, какая красота. Даже этот полис. Вот жетон как раз нам нужен такой. Вот значок красивый. Мудрая сова. Прикольно. Часы разные. Вон женские часы. Много интересного. Монетки какие-то. Угу. Много-много интересного можно найти на блошином рыночке. Что это? Это, смотрите, немецкая тарелочка. Тут клеймо есть, Бавария. Ага. Ну так вот. Не фарфоровая, но достаточно красивая. Ну, скорее всего, не фарфоровая. Такая керамика, наверное. Ага. Или фаянс. Фаянс, наверное, скорее, не керамика. Достаточно красивая. Лошадка, бега. Видите? В немецком стиле. Фигурочки красивые. Ну, в принципе, красиво. Вот это непонятно что. Почему-то отверстие. Так, кто знает, что это такое, вот непонятно. Но это керамика. Керамические кувшины ручной работы. Чисто в таком испанском стиле. Слушай, а сегодня жарко. Очень жарко. Красивые можно приобрести фигурки даже здесь. Например, сейчас я хочу посмотреть. 3 евро, я так понимаю, да? Ну, какие-то фигурочки. Да, здесь можно, наверное, что-то найти интересненькое. Но я не знаю, они... Вот это 10. Это похоже на керамику. А вот слева там все керамические. Угу. Очень много интересненького. Китайские вазы, да. Смотрите, какая красота. И вот эти китайские. Угу. Очень много интересного. Вот это, скорее всего, это керамика, да? Очень, очень мило. А вот это... Какое-то даже клеймо есть. Тяжелое. Больше похоже на фарфоровую, наверное. Да? А есть клеймо? Ну, это больше какой-то фарфор. Так, картины, писанные маслом. Сколько стоит, неизвестно, но даже с авторской подписью. Вот это точно масло. Пастозная такая живопись. Интересно. Доска для качания пресса. Что наел? Ой, короче, колбасок. вот это точно, наверное, с этих с мусорок, видимо, нет? Конечно. То есть все, что люди выносят, всякие эти самые, но имеют вторую жизнь. Вот даже синтезатор, часы. Но иногда можно найти какой-то раритет. Вот Ну, англичане очень часто продавали. Барометр повесить. Да. Угу.
тарелочки. Помните это? Грюндик. Он, у него чего-то там грюндик, он его все время крутит. Раритет. Стилизовать. Вот куда-то надо, например, что-то. Покупаешь, стилизуешь, бар, кафе, отель, там что-нибудь такое Да. авторское. А у кого есть этот салон красоты? Ага, салон красоты, да. Точно. Ну-ка. Ну это просто они. Такие, а-ля французские вот это. Да, такого из декора. Вот те? Ну да, это деколь. Так. Югославия. Вот, это югославские. Югославский сервизик кофейный. Прикольно, у него есть чай. И quanto vale esta? Quanto vale todos? 15. 15. 15 евро. А, 15 евро, все, вот югославский. Кофейный. Видишь, Югославия? Но он, наверное, я не знаю. Ну, прикольно такой. Прикольный, да, как вариант. Да, смотрите, чем интересна Югославия, советский период, скорее всего, уже, правильно? То есть сейчас, чем интересно? Интересно истории своей. Уже нет такой страны. Это вот какой-то советский период, я думаю, когда была еще Югославия неделимой, все входит вот вместе с этим 15 евро. Слушайте, интересный вариант. Хоть музей открывай. Да, очень интересно. Такой наборчик, видите, еще можно найти красивый. Фарфор. Чашки. Раз, два, три, четыре, пять. Сахарница, сливочник. Spain. И... Spain. То есть это испанский, да? Панбу, да. Ну, он такой не сильно древний. Это деколь. Но, во всяком случае, фарфор. На свет посмотрела, все совпадает. Клеймо есть. Так что много интересного здесь можно найти. А вот эта маленькая штучка. Угу. Эти какие интересные. Дальше что? Артиста, декор. Ну, это такое современное. А вот это вот что-то тоже интересное. Роял какая-то. групп. Английская. Вот это английская, кстати, тарелочка, смотрите, клеймо. Да. Для красоты на стеночку вешается. Да. Утки, гуси, они любят такие. Это керамика. Quanto cuesta esta plata? 10. 10 евро. Ну, на стеночку очень даже, да? Керамическая тарелочка. Уточки, поскольку англичане, да, у них же это тоже охота, утки. Красиво, английская. Деколь, керамика и клеймо есть. Какой год, не знаю, я не специалист, но во всяком случае есть. В Испании можно купить английское, потому что англичан много. Да, я думаю, что это советский период, как говорится, там. Вот это, скорее всего, тоже, наверное. Это даже, наверное, постарше. Вот это тоже английское, да. А это пепельничка. Под гель, да. Пепельница. Ну, вот у них такой стиль был. Это тоже деколь, ну, видишь, такой он сине-белый. Это их тоже стиль такой. И тут тоже есть клеймо английское. Это пепельница. Кто курит. Можно для красоты так декоративно ставить. И сколько она стоит, интересно? Дешевле 10. Да, так что, видите, можно недорого купить практически английские тоже, английскую посуду. Новый год скоро, гирляндочки приобретать надо, да? ¿Cuánto vale? 37. А esta? Estas son de a 12 metros. 12 metros de por ahí a 5 euros. Красивые гирлянды. Смотрите, какие шпаги. Ух ты, ничего себе. Шпаги. Настоящие. Мадре мия. Настоящие. 45. 45 евро. 90. А вот это, по-моему, кость, да? 120. Да. Стеная. Угу. Вот это, конечно.
45. А, кстати, арбалет. Красота какая. А вот вазочка из карамельного стекла. Тоже красиво. Красивый цвет, да, карамельный такой? Тоже шляпа есть. Похоже на чешское, на что-то. Красиво. Ой, шляпа такая вообще. Картины. В общем, достаточно такой этажерки. У нас такого, ну, из такого дерева была на даче, я помню, у бабушки. Раритет такой. Она его куда-то пристроила, там выкинула. Ну, а кто бизнесом занимается в Испании, могут взять вот такой вот себе чемодан, чтобы сразу видно, что вы Вау! Ты не хочешь себе такой прикупить? бизнесмен. О, кстати. А вот это бутылки складывать, наверное, да? Ага. Типа это и клюшки. Сундук, о котором я мечтала, когда на даче у нас вот в Питере, да, я хотела сделать декупаж и в Питере поставить в Ленинградской области. А вот клюшки для тех, кто в гольф хочет, Не, ну это вообще старые. хочет изучать, да, но не хочет, ну что, английские места есть, но не хочет, смотри, фотики. Интересно. Чашечка тоже. Чаш и леди Диана. Английская тоже, смотрите. Ингланд. Вот, пожалуйста. Made in England. То есть такая она историческая. Простая вроде бы чашечка, но интересно. А вот это вот колечки складывать, я так понимаю. Блюдечко тоже румынское. Фарфор. Порселайн. Колечки складывать. Колечки складывать. Так, сумочки. Книжечки. Сумочки и книжечки. Вот тоже тарелки. Что это такое? Из каких-то пакетиков, наверное, сделал. Не знаю, кто-то сделал что-то своими руками. Украшения разные. Слушайте, люстра, если кому нужна, пожалуйста. Старинный. Ну, тут цены нет, все спрашивать надо. Даже, может быть, можно что-то скинуть, какую-то цену. Пластиночки для тех, кто меломан и любит музыку разную. Можно все что угодно найти. Шахматы. А что она такая грязная? Прадус. Ну, это что-то не раритетное. Это что-то не очень раритетное. Но все равно, если ходить так на рынках, можно даже раритет найти. Какой-нибудь старинный английский фарфор. Или фарфор. Фарфор круче. Да. Что-нибудь старинное, Фарфор, красивое. Может быть, какой-нибудь богемский хрусталь. Эксклюзивной серии, которая выпускалась давно. Книги английские. Ну, их можно найти и по обмену с англичанами. Обменивать. Ну, в общем, суть в том, он даже резину. Да, намочек. Резину, ролики. Дефицитный. Суть в том, что здесь вы, как говорится, без штанов не останетесь. Разбили тарелочки. Это пылесосе на аккумулятор. Нещадно бьют фарфоровые тарелки. Продавцы. Они не совсем, кстати, все понимают ценность некоторых вещей. Продают очень дешево. И можно поэтому купить какой-нибудь фарфор с хорошим клеймом. Недорого. Шумахер. А это вот что такое? Плоский такой фотик. Ё-моё, вот я деревня. Без обид. Никого не хочу обидеть. Смотрите, какие часики красивые. И вот эти тоже. Ну, в общем, на любителя. Можно, наверное, что-то, имитацию какую-то древности найти, а можно саму древность. Смотрите, у кого нет дома рюмочек, можно рюмочки. Посмотрите, какая красота, да? Такие сейчас не найдешь. Вот это не рисунок, это вот как сделано таким этим матовый рисунок. Под ликерчик, под дижестивы. Классно. И так как скоро Рождество и Новый год, можно вот
для свеч покупать такие подсвечники. Классно. Много-много интересного здесь есть. А это что за агрегат? Это компрессор. Автосервис. А это кофемолка. Господи. Все нормально. Кофемолка, да. Чемоданы. Какие-то салфетки, скатерти. Вон ноутбуки, как на помойке мы видели. Да, ноутбуки. Телефоны. Кинокамера. Panasonic, мечта Ты что, как у 90-х. Горбачева. Вот Мечта это да. 90-х или каких там. 480 зум, 20 оптический. Слушайте, Таких сейчас ну, не делают. когда-то это было мечтой. А вот Таких этот щас не GVC. делают. GVC это вообще круче. Круче некуда, Круче да? некуда было, Ой, я да, ты помню. что? Ходили с камерой, Компакт. снимали, ВХС. скидывали, что-то А это монтировали. вообще А вот еще это вот древнее. что такое? Ну это тоже, видимо, какая-то кинокамера. Даже такие не Слушай, видно. да. Классно. В общем, здесь Фантастика. можно, дорогие друзья, найти масса интересного, полезного, нужного. Да, кому надо, пожалуйста. И PlayStation, и фотографии печатать, и утюг, и фен, и дрель, Слушай, так и валяется. шуруповерт. Вот мы из двух сделаем один. Так, Made in China. А у нас что, не Господи, работает? А он у нас что-то стал зажевывать. Ну, этот, я думаю, тоже. Я думаю, История, наверное, совсем поломанная. кстати, да, такую запчасть найти. А вот тарелки все с копом какие-то. Да. Смотри, столик какой, Алексей. Ага, очень такое. Ну, он дерево, по-моему, настоящее дерево, нет? Ну да, такой тяжеленький. А это не хлебопечка? Наверное, что-то такое. Сколько человек изобретал всего? Ой, швейная машинка. Альфа. Я не знаю, что это за альфа. Чья она? Прямо с тумбочкой. Для тех, кто любит шить. Торшерчики такие. А здесь прямо на земле. Прямо супермаркет на земле. Да, уличный. Уличный такой. Да ты что, да, Для кстати, наблюдения. смотрите, и как этот самый вентилятор, вентилидор, и мусорка, и телескоп, и такой торшерчик, тумбочка. Да. Гладильная досочка. Новая, заметь. Масса интересного. Но они уже собираются, конечно. Надо приходить раньше. Ну, мы вышли-то не поздно, 11, но они уже... Жаркий день сегодня, все собираются пораньше. Стекло. Смотри. Угу. Он, наверное, не работающий. Ну, может и работает. Я думаю так, кому нужны какие-то запчасти, кто этим занимается, кто ремонтирует, наверное, да, или просто Вот. антураж делать где-то в помещении. Жесткий диск. Например, фотостудию оборудовать, да, можно вот всякие штучки-дрючки такие купить. Видеосалон какой-то, где, ну, я не знаю, даже они уже, наверное, не существуют, конечно. Ну, в общем, что-то такое для себя. Что-то ремонтируют. Вон, мы недавно похожую видели и показывали вам на помойке. Ветер поднялся. Так, клюшечку можно. Как он называется? Гибрид, наверное. Угу. Слушай, оно в хорошем состоянии. Ну, Видишь, здесь... не сточенные дорожки, она еще свежая. Здесь англичане многие же повыезжали, вот они, видимо, клюшки свои пристраивают. Это вот хорошенькая. Поэтому Quanto vale? 5 евро? Я возьму 5 евро. 5 евро плюшка, ребят. Находка. Вот это правда. Вот этот раритет, за которым мы шли, Не, у меня да? просто на гибриде вот эта вот штучка сточилась. Вот если ее поменять, она стоит почти 25 евро. Угу, штучка вот эта. 5 евро. Ну да. В общем, вот такие вот находочки можно сделать Ага. для тех, кто играет в гольф. Ну, когда учишься, это тоже классно.
Не обязательно тратиться на Мгм. дорогую. Она даже она совершенно здоровая. Цена очень Ну, кстати, лакомая, вкусная. книжки тоже можно. Вот, кто хочет попробовать начать играть, смотри. Она, в принципе, в хорошем состоянии. Гольф Грип Original. Слышь, Танюш? Смотри, вот кто хочет начать играть, да, попробовать. Да. Чтобы понять, ваше это или нет, можно в аренду брать, а можно вот такие с этого начать и дальше уже покупать дорогие, хорошие. Я покупаю. 5 евро. Отлично. Слушай, это прям чемодан такой с сетами, да? Да ладно. Ну разные, наверное, книги. То есть аудиокнига такая. Это в продавалась. чемодане в таком. Чемодан не закрывалась, да? Мгм. Pleased to meet you. English курс. Короче, покупаете такой чемодан, находите старый магнитофон здесь же и изучаете английский дома, ничего не платя. А вот эта вот штука такая, чтобы трястись на ней, платформа, и худеть. Говорят, вредно. Боди-фитнес, да. Не увлекайтесь. Это чей-то кубок. Кто выучил английский? А потом покупаете себе кубок, и Кстати, после окончания прилетает. английского языка курса дарите себе это, вручаете торжественно и получаете удовольствие. О, это, Что вы, да, такие? видимо, да. Вот интересно. Да, они уже собираются, вон всякие Это старье. арабские, наверное, кастрюли, да? Чайнички. Ой, когда-то я училась печатать на похожей машинке слепым методом, 10-пальцевым. Вот так вот. Заканчивала курсы машинописи. Это было давно-давно-давно. У меня есть даже диплом об этом. С красным дипломом. Да. Слепым методом, не глядя на клавиатуру, нас учили печатать. Прикольно. Ну, в общем, здесь можно много раритета увидеть. Какие-то даже бижутерии, крыма. Вот это, скорее всего, тоже английские тарелочки. А это такая пластинка, наверное. Она, видимо, не валялась, здесь же заржавеет. Опять идет с работы. Ну да. Вот, да, даже вот эти вот поинтереснее. А вот точно. давай поднимем вот эту. Это Пуэбло Испаньоль. Так, а с той стороны клеймо есть Нет, какое-то? нет, Ничего нет. Ну, это смотреть, наверное, не буду. Ну вот тарелочка есть. Это из той же серии. Underglaze. Patented. Непонятно. Ну, в общем, можно посмотреть клеймо, узнать, сколько это стоит. Ну, такие интересные экземпляры. А вот фляжечка. Да, кстати. Интересно. Испания. Испания. Ну, смотрите, какое красивое клеймо, да, с короной, со всякими такими вензелечками. Просто декоративная тарелочка. Да, Испания. Подстерлась уже немножко. Это деколь. Но все равно интересно. И я думаю, что это недорого стоит. 5, 7, 10 евро. Смотри, какие ботинки модные. Они, наверное, ходили Выставил на путь Якова. Прошли. Рабочий инструмент, короче, здесь тоже можно купить какой-то. вообще исторически. Стульчики. Как из этого, Ильф и Петров, да, 12 стульев. Да. Обивочка такая, вот это мягкая, это как Здесь явно атласная. брюлики явно лежат. Это дерево. И типа ротанга. Не, вот так вот. Их 4. Почти А, интерьера, да. давай спросим, сколько стоит эти Я 400? Ah, perdone, ¿cuánto vale este 100? ¿Cuánto vale? В общем, продавец нам сказал, что это 30. 30, а вот здесь Все, как раз. такие Золотый бриллиант.
30 евро 4 стула. Если их чуть-чуть подретушировать, обновить, отреставрировать, вполне красивые стульчики. Покрасить вот эти. Ножки, знаете, если кому-то интересно, ножки резные. Дерево, такое все резное. Такие. Да, чуть-чуть отреставрировать, если, может быть, там проверить внутри обивку, то, в принципе, 30 евро 4 стула. Ну, смотрите, красота. Кстати, у кого фары пропали на машине, можете здесь тоже найти свои. Да. Все, дорогие друзья, прошлись мы по блошиному рынку. Здесь такие есть в Испании, как, в принципе, в любой стране, наверное. Показали вам, что здесь можно купить за умеренные деньги, что можно найти. Ну, на этом все сегодня. Подписывайтесь на наш канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. С вами были Татьяна, Алексей, канал «Мы в Испании». Встретимся. Всем удачи и добра, и позитива. Ну да, встретимся вновь в следующих наших роликах, как обычно, с новыми интересными темами, прямыми эфирами. Не пропустите, подпишитесь обязательно для того, чтобы не пропустить новые интересные, актуальные видео отсюда, из Испании. Все, всем пока-пока, адьос, амигос, Чао. чао-чао, пока-пока.